Привет всем, с вами Джексон, и сегодня будет новое видео, которое будет посвящено одной моей идее. Я так давным-давно об этом задумался и решил ее воплотить, так скажем, в жизнь. Дело в том, что я решил создать новый проект, это будет тестовые пилотные выпуски, так скажем. Решил создать свою консоль, так скажем. Я ничего нового своего, так скажем, не сделаю, но я сделаю так, как было бы удобнее мне и так, как было бы, наверное, комфортнее и, так скажем, атмосфернее даже. Давайте, наверное, поясню суть своей идеи и что я хотел бы сделать. Начнем с того, что у меня есть старая консоль Sony PlayStation 1. У меня две такие консоли, одну я заказывал буквально недавно с eBay, мне пришла, та рабочая, все в порядке. И есть вторая консоль, моя старая, которая не рабочая, у нее нету привода и у нее схема сама какая-то включенная. Собственно, она мне уже не пригодится, навряд ли я смогу что-то с ней сделать. Тем более она уже, так скажем, довольно-таки потрепанная, и просто применение ей не найти. Даже если запчасти выпаять, я немного с нее получу. Я решил сделать так по-своему. Решил я сделать свою, так скажем, консоль на базе андроида, и давайте поясню. Получается, у нас в корпус есть, за счет того, что корпус довольно-таки большой, решил в него поместить, так скажем, Android мини ПК, при этом вывести впереди, тут, возможно, тут где-нибудь выведу USB отдельные входы для двух джойстиков. Правда, джойстики китайские, но якобы от PS3, но они довольно-таки хорошо подойдут к этой консоли, особенно атмосферности они добавят в плане того, что они очень похожи на оригинальный DualShock первого поколения, правда, шифты тут немного другие. Далее я решил сделать, получается, все в этом, поскольку корпусе, решил оставить стандартный блок питания, то есть не хочу использовать андроидовский блок питания, который на 1 ампер, а решил стандартный блок питания, который находится вот в этом вот месте, так скажем, решил его использовать в качестве питания, и эта часть уже будет, так скажем, занята. Давайте начнем, в принципе, пока что вскрывать нашу консоль. Я вам покажу, что там как бы внутри. Наверное, многие знают, что там уже есть внутри. Многие, наверное, уже вскрывали. Ну, давайте, собственно, начнем. Так. Есть у меня много всяких идей, начнем с одной. Вы как видите, у меня есть два джойстика, они черные, есть мышка, которую я тоже буду использовать, она беспроводная. И я решил сделать так, что если они черные, почему бы не покрасить свою консоль тоже в черный цвет? Вот я вот думаю, покрасить ее матовым черным цветом, я видел уже подобные консоли, выглядит очень-очень классно, особенно в этом лице PlayStation 1. PlayStation, получается, который более компактный первый, он не так красиво бы выглядел черным, как выглядел бы вот именно вот эта вот модель. Получается, более такая большая, и в черном матовом цвете оно выглядело бы просто, ну, не знаю, отлично. Не знаю даже, как передать это. С фотки, возможно, скину видео, и вы посмотрите. Собственно, это будет выглядеть. Вообще, в реальности бывает такая же черная консоль, то есть оригинальная черная консоль. Она... Даже можно ее найти на eBay, но стоит она недешево, где-то в районе 500 баксов. И стоит это она не просто так, потому что это консоль для разработчиков. Так, у нас тут есть блок питания, сама материнская плата, порты. Эти порты, скорее всего, задействовать не буду. Я их использую просто как заглушки, так скажем. Просто вот тут... Эту заглушка будет, чтобы тут дырки не были впереди, я ее не буду убирать. Так, давайте сначала, наверное, снимем блок питания. Хотя... Так... Он снимается довольно-таки легко, тут все прикручено на таких вот болтах. Немного неудобно делать это вдалеке. Так, блок питания мы сняли. Так, снимаем тут вот шлейф. Ну, даже это не шлейф, а просто вот такой коннектор. И вот наш блок питания. Насколько я знаю, он должен быть на 5 вольт. Я точно не уверен. Вот у нас есть такой коннектор, через него все это дело выходит. Все буду при помощи тестера замерять, но это уже будет в других видео. Пока что объясню суть своей идеи. Вы используете его, поскольку тут сразу же... Если не использовать этот блок питания, то вот эти кнопки будут нерабочие, и как бы это атмосферности добавлять не будет, поэтому я все-таки оставлю вот эти кнопки, чтобы они работали, поэтому использую вот этот вот старый блок питания. И тут сразу же кнопка есть reset, это тоже есть хорошая тем, потому что на самом Android устройстве нету этой кнопки, и там приходится перезапускать просто блок питания тем, что его перетыкаешь просто в розетку, и консоль, так, ну не консоль, а мини-ПК перезапускается. Вот такой блок питания, он рабочий, это 100%, довольно-таки надежный, тут конденсаторы все в отличном состоянии, вздутых нету, ну такой блок питания, его мы будем использовать. Главное, чтобы там был выход на 5 вольт, и, по-моему, там около
на 1 ампера должно быть выходить, но это я уже посмотрю где-нибудь в документации на сторонних сайтах, но скорее всего должно так именно быть. По крайней мере у Slim версии точно такой же, так скажем, блок питания, ну по характеристикам должен быть. Так, снимем шлейф вот этих передних портов. Так, снимем защитную эту, так, тут еще один коннектор. По крайней мере у Слима там был выход на 5 вольт, но я по крайней мере тоже надеюсь, что тут так же все. Давайте снимем, наверное, передние коннекторы, хотя, не, в принципе, они нам не особо мешают. Так, снимем вот плату материнскую, она нам вообще больше не пригодится. Возможно, она пригодится мне когда-нибудь, если моя другая консоль сломается, можно с нее что-нибудь, допустим, если конденсатор где вздуется или что, можно выпаять. Но тут это так легко не получится, потому что конденсаторы SD-шные почти все, они такие довольно-таки компактные. И выпаивать их не получится, потому что они запаяны только с одной стороны. То есть они очень трудно их будет выпаивать. Я не знаю, возможно, пригодится нам не в плане того, что если там плата материнская полетит, что почти невозможно, потому что Sony очень надежная. Тогда я, возможно, использую эту материнскую плату, но она уже, по-моему, глюченная была, и мне она навряд ли больше пригодится. Так, тут у нас есть, получается, вот такой экран защитный. Его по-любому придется убрать. Он, в принципе, он был, может быть, был бы полезен, но он будет, получается, являться преградой для Wi-Fi сигнала от нашего мини-ПК, так что он нам будет в этом плане мешать. Наверное, давайте ее полностью уже раз разбираем-то, разбираем полностью, что же там. Давайте снимем, наверное, и передние коннекторы. Идей много, но посмотрим, как это все реализую, или хватит мне, или ресурса, так скажем. Единственный косяк, вот все я знаю, как реализовать, единственное, что косяк с мини-ПК, надо его будет как-то настроить. Я не знаю программы специальные. У меня есть пару идей, можно там логотип стандартный поставить от Sony, это легко все. А как настроить эти вот геймпады под него, поскольку там есть, тут, кстати, еще один шлейф, можно вообще полностью снять. Классно, он не будет мне больше мешаться. Такие вот коннекторы стандартные. Потому что настроить вот этот мини-ПК, к нему эти джойстики, чтобы подсоединить именно, чтобы оба, и можно было через эмуляторы играть. Я не знаю как, это будет все надо будет настраивать, поскольку я пытался ранее подсоединять эти джойстики вообще, чтобы играть в другие, там, где триггер или подобные. Они не работают в этих приложениях, их надо настраивать через другие приложения. Я не знаю, кто из вас разбирается в подобном, то есть настройки китайских джойстиков под мини-ПК, ну вообще под Android. Кто разбирается, пожалуйста, отпишитесь в комментариях и поможете мне, так скажем, в этом плане. Я надеюсь, что найдутся люди. И, в общем-то, так. Как видите, вот самый большой плюс, наверное, этой приставки, вот, допустим, если вот так даже вот собрать, да, это огромное количество места. Тут место просто, вот, я не знаю, относительно по размерам, допустим, современных приставок. Ну, при современных приставках тоже, конечно, они довольно-таки массивные, но там места будет намного меньше, нежели вот в этой. Тут вот все. Вот это вот пространство, оно будет не занято, то есть просто создавай, мастери, что хочешь делай, все будет, так скажем, на лучшем уровне, потому что тут места полно, можно будет все это сделать довольно-таки красиво. Также думаю, поскольку тут привода больше вообще никогда не будет, думаю, вот сюда вот вывести, получается, вот под этой крышкой, чтобы эта крышка, получается, тоже использовалась, вывести сюда, получается, мини-ПК SD-карточку, чтобы можно было вставлять, и еще... что, ну, вообще, вот тут какие-нибудь еще порты добавлю, может быть. Посмотрим, как это будет выглядеть. Спереди, по-любому, я уже, скорее всего, определился. Хотя точно на 100% не уверен, поскольку вот тут вот это вот для болта место есть. Я вообще в идеале хотел 2 USB порта разместить вот в этом прям месте, прям посередине предыдущих двух, было бы самое удобное место. Но если не получится, тогда я размещу их где-нибудь вот тут, 2 USB порта, тоже, в принципе, неплохое место. Вот так вот это вот будет все выглядеть. Это, конечно, пока что, может быть, даже сказать мечты. Я не уверен, получится ли у меня этот проект, но будем пробовать. Надеюсь, найдутся люди, которые смогут мне помочь в плане настройки мини-ПК, поскольку мини-ПК сам по себе довольно-таки глюченный, его надо будет все-таки настраивать. Кто разбирается хорошо в андроиде, особенно в настройке джойстиков, это было бы очень хорошо, и я буду очень благодарен тем людям, которые мне в этом плане помогут. Также думаю, что у меня есть тут USB-хаб. Думаю, этот USB-хаб, конечно, разобрать и этот USB-хаб использовать для... Потому что давайте не ставим все-таки мини-ПК, сколько он уже томится-то будет. А то все о нем, да о нем, а это не показал даже его. Вот наш мини-ПК. Так, там ценного больше ничего внутри не было. Думаю, поскольку тут всего у нас 2 USB-порта, думаю, получается подсоединить, как его, USB-хаб вот сюда.
это все дело вот так вот подсоединить. Ну, это будет все сделано внутри, это все не видно будет уже. И эти порты просто через специальные провода вывести, допустим, вперед, 2 назад, 2 вперед, и было бы вообще идеально, поскольку это был, наверное, самый лучший вариант, потому что вот эти вот стандартные порты, их всего 2, и их бы мне не хватило, это точно. Также думаю, наверное, коннектор для мышки. Кстати, насчет USB для мышки, только сейчас идея пришла. Так, давайте я его вытащу, у меня в компьютере вставлен. Вот этот коннектор, думаю, знаете, куда его сделать? Не сзади прицепить, сзади было бы, наверное, некрасиво, а прицепить его прям вот сюда куда-нибудь, вывести USB-порт и тут его оставить, чтобы это здесь, получается, пространство, опять же, в этом для бывшего привода, опять же, использовалось, потому что пространство вот куча просто. Тут, наверное, сантиметра 4 просто вглубь пустого пространства, которое можно использовать. Вот так вот. Посмотрим, как это все я сделаю. Ну, самая, наверное, главная моя идея, так скажем, которая мне было бы очень интересна, поскольку все черное, покрасить консоль в черный цвет, в матовый черный особенно, потому что глянцевый будет выглядеть не очень, а вот матовый черный цвет будет вообще выглядеть идеально. Надо будет найти специальную краску, которая бы подходила по пластику, потому что, хотя пластик шершавый, мне кажется, сюда и простая краска матовая может прилипнуть, но получается, чтобы не было никаких разводов, все это аккуратненько, скорее всего, баллончиком. Также, думаю, вот этот вот логотип Sony PlayStation оставить, то есть вот этот логотип вообще просто снять, покрасить это все, наклеить его обратно, и вот эти вот буквы все, получается, их просто перенести при помощи, получается, лазерного принтера. Кто знает, тут можно типа наклеек делать и перенести его только белыми уже, получается, буквами. Вот такие вот у меня пока что идеи. Также с этими тоже так же сделаю, наверное, перенесу вот белыми, ну не белыми, а вот каких-то таких же цветов, потому что, скорее всего, это все будет закрашиваться, и это уже видно не будет, поэтому поверх него еще какую-нибудь наклейку сделаю. В этом я тоже не особо силен, так скажем, я этим до этого не занимался, то есть лазерным принтером не пытался делать наклейки, но надеюсь, у меня получится. Вот такая вот у меня, собственно, идея, сделать свою консоль. Возможно, многие скажут, это бред, почему просто не подсоединить к мини-ПК джойстики и не играть. Ну, я скажу, так скажем, можно сделать полностью, так скажем, для себя идеальную консоль. Будем сюда запускать эмуляторы Dendy, эмуляторы Sony, эмуляторы там еще других приставок, там Sega и все. И самое интересное, ностальгия, конечно, будет, потому что использовать именно этот корпус, это было бы, наверное, как бы и удобнее, и, скажем, проводов было бы меньше, было бы это все как, скажем, атмосфернее. Вот в чем будет. Атмосферность, наверное, самая главная будет фишка вот этого вот проекта. Посмотрим, как все это будет уже выглядеть. В общем-то, вот такая вот у меня идея. Это вот был тестовый, так, пилотный выпуск. Будет еще пару выпусков. Я покажу, что да как я начал тут делать. Ну, в общем-то, вот такая вот идея. С вами был Джексон. Подписывайтесь, ставьте лайки, кто поддерживает проект. И, в общем-то, пока.